Всем здравствуйте! Сегодня я хочу вам предложить связать вот таких, но очень милых зайчиков. У этих зайчиков съемная одежда, вот платьице с бантиком, и у мальчика зайчика комбинезончик. Вот такие красивые игрушки. Сейчас покажу вам по сантиметрам. Если замеряем вместе с ушками до ножек, 19 сантиметров. Если без ушек, до 16 сантиметров. Вот такие небольшие красивые зайчики. Покажу, как выглядит зайчик вот без одежды. Так, снимаем комбинезончик. Вот так зайка смотрится без одежды. Вот показываю вам сзади, спереди. У этого зайчика вяжем ручки, начинаем вязать ножки, потом вывязываем туловище, ввязываем ручки, вывязываем голову. Это одна цельная деталь. Пришивные у нас ушки и хвостик. И оформляем мордашку. И получается вот такой симпатичный зайка. Зайчика я буду вязать пряжей джинс Ярнард в 50 граммах 160 метров. И возьму крючок 2 миллиметра. Начинаем вязать ручки, делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем. В первом ряду у нас 6 столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Во втором ряду 12 столбиков. Третий, четвертый, пятый ряды вяжем по 12 столбиков. Третий, четвертый и пятый ряды по 12 столбиков. Переходим на шестой ряд. Убавка в начале ряда. И вяжем 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в шестом ряду 11 столбиков. Седьмой ряд вяжем тоже 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь берем наполнитель. Наполняем наполнителем только вот нижнюю часть. И переходим на 8 ряд. В 8 ряду провязываем убавку вот в начале ряда. И далее вяжем 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В конце 8 ряда 10 столбиков. По 10 столбиков вяжем с 9 по 17 ряд. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. И вторую вяжем точно такую же ручку. Теперь свяжем ножки. Снова делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем. В первом ряду 6 столбиков. Вяжем второй ряд. 1 столбик, следующий прибавка. Так повторяем всего 3 раза. Первый раз сделали 1 столбик, прибавка. Это второй раз. И столбик, прибавка. Во втором ряду 9 столбиков. Вяжем третий ряд. Вяжем 2 столбика, 1, 2 и прибавка. Снова так повторяем 3 раза. Это мы первый раз так провязали. 2 столбика, 1, 2, прибавка, 2 столбика, 1, 2 и прибавка. В конце третьего ряда 12 столбиков. 4 и 5 ряды вяжем по 12 столбиков. 4 и 5 ряды по 12 столбиков. Переходим на 6 ряд. Вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. И повторяем так второй раз. 1, 2, 3, 4, 5 и прибавка. В конце 6 ряда 14 столбиков. По 14 столбиков провязали 7, 8 и 9 ряды. Так вяжем одну ножку, у нее вот ниточку отрезаем, вяжем вторую и у этой ножки ниточку не отрезаем. Теперь набираем цепочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Присоединяем ножку к первой вот ножке. Присоединяемся. И вяжем по ножке 14 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Вот провязали по ножке 14 столбиков, довязали до цепочки из воздушных петель. Здесь будем вязать по цепочке из воздушных петель 4 столбика. Но для того, чтобы не было вот здесь никаких растяжек и дырочек, вы можете, если у вас этих дырочек не появляется, то сразу ввязываете вот воздушную петлю и вяжете 4 вот по цепочке 4 столбика без накида. Ну а я провязываю вот так, делаю вот такой накид вот под столбик на ножке, и теперь делаю накид на цепочке, и вот эти 3 петельки провязываю вместе, тогда никакой дырочки не образуется. 1, 2, 3 и 4. Вот по цепочке провязали 4 столбика. И теперь будем переходить вот на вторую ножку. Здесь я тоже так же делаю. Вот сделала накид в цепочку, и теперь, когда перехожу вот на столбики на ножке, тоже делаю накид и так провязываю вот 1 столбик. И по ножке это мы уже провязали 1 столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 и 14. Здесь я уже сразу вот по цепочке провязываю просто вот 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. Это мы провязали первый ряд по туловищу. И здесь у нас получилось 36 столбиков. Это был 10 ряд. Теперь вяжем 11 ряд. И здесь провязываем 5 столбиков. 1, 2, оденем маркер, 3, 4, 5, и после 5 столбиков прибавка. И так будем вязать до конца ряда. Еще раз показываю, вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и прибавка. Так вяжем до конца ряда. Всего таких 6 повторений. В конце 11 ряда 42 столбика. По 42 столбика вяжем с 12 по 18 ряд. 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Переходим на 19 ряд. В 19 ряду вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и после 5 столбиков убавка. Так вяжем до конца ряда. Всего 6 таких повторений. В конце 19 ряда 36 столбиков. По 36 столбиков провязали 20, 21, 22 и 23 ряды. Переходим на 24. Здесь вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и после 4 столбиков убавка. Так вяжем до конца ряда. Всего таких 6 повторений. В конце 24 ряда 30 столбиков. По 30 столбиков вяжем 25, 26 и 27 ряды. Переходим на 28 ряд. Также наполняем наполнителем, так как дырочка вот уменьшается, будет неудобно наполнять. 28 ряд. 3 столбика. 1, 2, 3. После третьего столбика убавка. И так вяжем до конца ряда. 3 столбика убавка. Повторяем 6 раз. В конце 28 ряда 24 столбика. Вяжем 29 ряд. Здесь без изменения 24 столбика. Вяжем их так по кругу. Вяжем 30 ряд, и в 30 ряду ввязываем ручки. 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И после 5 столбиков берем вот одну ручку и вяжем 5 столбиков уже с ручкой. Один, два,
3, 4 и 5. Теперь вяжем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Берем вторую ручку и ввязываем 5 столбиков со второй ручкой. 1, 2, 3, 4 и 5. И довязываем 2 столбика. Вот что получилось. И в 30 ряду у нас 24 столбика. Еще дозаполняем наполнителем и вяжем 31 ряд. 2 столбика, 1, 2, и после 2 столбиков убавка. Так вяжем до конца ряда. Всего таких 6 повторений. В конце 31 ряда 18 столбиков. И вот получилось такое туловище с ручками. Теперь вяжем голову. И это 32 ряд. Вяжем 2 столбика. 1, 2. После 2 столбиков прибавка. Так вяжем до конца ряда. 2 столбика прибавка. В конце 32 ряда 24 столбика. 33 ряд, 3 столбика. 1, 2, 3. После 3 столбиков прибавка. Вяжем так до конца ряда. Всего таких 6 повторений. В конце 33 ряда 30 столбиков. 34 ряд, 4 столбика. 1, 2, 3, 4. После 4 столбиков прибавка. Так вяжем до конца ряда. Всего 6 таких повторений. В конце 34 ряда 36 столбиков. 35 ряд, 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И после 5 столбиков прибавка. Всего таких 6 повторений. В конце 35 ряда 42 столбика. По 42 столбика провязываем с 36 по 45 ряд. И это получается, вот смотрите, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 рядов. Вот такое расстояние. И теперь переходим на 46 ряд. Здесь вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И после 5 столбиков убавка. Так вяжем до конца ряда. Всего таких 6 повторений. В конце ряда 36 столбиков. Я вставила глазки на безопасном креплении между 43 и 44 рядами. Между глазками получается 6 столбиков. И глазки у меня 8 миллиметров. И теперь переходим на 47 ряд. В 47 ряду вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. После 4 столбиков убавка.
Всего таких 6 повторений. В конце 47 ряда 30 столбиков. Наполняем игрушку наполнителями, вяжем 48 ряд. Провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. После 3 столбиков убавка. Всего таких 6 повторений. В конце 48 ряда 24 столбика. 49 ряд. Вяжем 2 столбика. 1, 2. После 2 столбиков убавка. Так вяжем до конца ряда. Всего 6 таких повторений. В конце 49 ряда 18 столбиков. Вяжем 50 ряд. Здесь провязываем 1 столбик и убавка. Так вяжем до конца ряда. Всего 6 таких повторений. В конце 50 ряда 12 столбиков. И последний 51 ряд. Здесь повторяем 6 убавлений подряд. И так довязываем до конца. Сверху на голове вот осталась такая небольшая дырочка. И сейчас захватываем вот за передние стенки каждого столбика. Доходим до того столбика, с которого мы начинали. Вот у нас их 6. Ниточку затянули в середину, вкололи иголку и вывели где-то сбоку игрушки. И дырочки нет. И получается вот такая основа для зайки. Теперь свяжем ушки. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем. Переходим на второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Третий ряд вяжем 3 столбика. 1, 2, 3 и прибавка. Оденем маркер. 1, 2, 3, прибавка. И так повторяем 3 раза. 1, 2, 3, прибавка. И третий раз. 1, 2, 3, прибавка. В конце третьего ряда получилось 15 столбиков. Переходим на четвертый ряд. В четвертом ряду вяжем 15 столбиков без изменения. Довязываем. Теперь вяжем пятый ряд. 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и прибавка. Таких у нас 3 повторения. Основа 4 столбика. 1, 2, 3, 4, прибавка. И третий раз. 1, 2, 3, 4 и прибавка. В конце пятого ряда 18 столбиков. По 18 столбиков вяжем с 6 по 11 ряд. 6, 7, 8, 9, 10, 11. И переходим на 12 ряд. В 12 ряду вяжем 4 столбика. 1, 2, 3,
4. Теперь убавка. И так повторяем 3 раза. Еще 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Убавка. И третий раз. 1, 2, 3, 4. Убавка. В конце 12 ряда 15 столбиков. 13 ряд. Вяжем 15 столбиков. Довязываем их самостоятельно. Теперь 14 ряд. 3 столбика. 1, 2, 3. Убавка. И так повторяем 3 раза. 1 столбик, 2, 3. Убавка. Это второй раз. И снова 3 столбика. 1, 2, 3. Убавка. В конце 14 ряда 12 столбиков. И последний 15 ряд провязываем эти 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И отрезаем нить подлиннее для того, чтобы мы могли эти ушки пришить. Вот получается такое ушко. И второе точно такое же. Вяжите самостоятельно. Теперь вот сделаем утяжку для глазиков. Берем пряжу, которой вязали игрушку. Вкалываем иголку вот внизу головы и выводим ее в уголочке глазика. Переходим на второй уголочек глазика, на внутренний. И выводим внизу через один столбик. Хвостики так оставляем. Точно так же проделаем со вторым глазиком. Теперь берем эти ниточки, вот так подтягиваем и завязываем. Я сразу завязываю вот на один узелок. Перехожу ко второму глазику. Здесь завязываю тоже на один узелок. Теперь смотрю, чтобы мне нравилась утяжка. 2 глазика одинаково подтянула. И теперь можно завязывать на второй узелок. И прячем эти ниточки вовнутрь изделия. Свяжем хвостик. Сделали кольцо. В это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по прибавке. Всего получается 12 столбиков. В третьем ряду тоже провязываем 12 столбиков без изменения. Вот получился такой хвостик, и оставляем нить для пришивания. Приступаем к оформлению мордашки. Будем вышивать носик. Я беру вот такую коричневую пряжу, это джинс Ярнард, и вот под глазиками так здесь прокалываем, вот проходим ниткой с иголкой, в петельку вставляем ниточку. Теперь этот узелок спрячем.
Ниточку так подтянули. Вот спрятали узелок. И так делаем несколько стежков. Можно оставить вот так 2 стежка. Ниточку поправляем. Можно еще и 3 сделать. Но я оставлю вот так 2. И теперь будем выводить ниточку вот вниз. Так, смотрим, чтобы она была по центру. Так, и вот такую делаем перемычку. Выводим иголку в то же место, где мы прокалывали. Закрепляем ниточку и прячем вовнутрь изделия. Вот тоненькой пряжей я еще вышила вот такие реснички и бровки. Теперь будем пришивать ушки. Делаем такой стежок, вот так их соединяем. И теперь прикладываем вот так, как вам больше будет нравиться. Или вот подальше друг от друга ушки, или вот близко друг к другу. Я буду пришивать вот так сверху на макушке. И вот так прокалываем иголкой, проходим вот за основную деталь. И теперь вот за столбики на ушках. Ниточку подтягиваем и снова вот показываю за основную деталь. И теперь за столбики на ушках. И ниточку подтягиваем. Так пришиваем вот одно ушко. Еще делаем один стежок. Теперь можно сделать узелок и берем второе ушко и пришиваем точно так же. И вот так смотрится зайка с пришитыми ушками. Теперь пришьем хвостик. Вот я его приколола и пришиваем также вот как ушки пришивали. Вот за основную деталь. Теперь за столбики вот на хвостике. И так пришиваем вот по кругу за основную деталь. Столбики на хвостике. Когда останется небольшая дырочка, наполняем наполнителем, закрепляем ниточку и прячем вовнутрь изделия. И вот так выглядит хвостик, когда мы его пришили. И игрушка зайка готов. Вот такие платья. Платьечко застегиваются на пуговицы. Бантики я вот привязала, они съемные. Платья вяжутся легко, быстро, так что вы сможете таких нарядов связать для своей зайки очень много. Для платья я буду использовать пряжу Jeans Yarn Art в 50 граммах 160 метров и возьму крючок 2 миллиметра. Оставляем хвостик пряжи где-то сантиметров 20 для того, чтобы можно было сделать
петельку для пуговицы и набираем цепочку из 28 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. И добираем еще 3 воздушные петли для подъема. 1, 2 и 3. В четвертую воздушную петлю от крючка 1, 2, 3 и вот четвертая провязываем столбик с накидом 1, и в эту же воздушную петлю провязываем второй столбик с накидом. И так из каждой воздушной петли вывязываем по 2 столбика с накидом. И в конце первого ряда получится 56 столбиков с накидом. Вот, провязываем 1 столбик с накидом, и из этого вывязываем второй столбик. Так довязываем до конца воздушных петель. Второй ряд вяжем столбики без накида. 1 воздушная петля для подъема. Разворачиваем вязание. Вот один этот столбик, там где мы провязали воздушную петлю, пропускаем. В следующий вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вяжем столбики без накида. 2 воздушные петли. И теперь в предыдущем ряду нам нужно пропустить 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и вот 12. И в 13 столбик ввязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. 2 воздушные петли, 1, 2. Пропускаем 12 столбиков в предыдущем ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И в 13 провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 8 столбик ввязываем воздушные петли, которые были для подъема. Вот, провязали. Получается вот такая деталь. Вот верхняя часть платья. И переходим на третий ряд. В третьем ряду вяжем 3 воздушных петли для подъема. 1, 2, 3. Развернули вязание. И вот со следующего столбика вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И после 5 столбика прибавка. И еще раз показываю. Вот 1 столбик с накидом.
воздушные петли тоже провязываем по столбику. Вот 2, 3, 4, 5. И после 5-го столбика прибавка. И так вяжем до конца ряда. Всего таких 6 повторений. И в конце 3-го ряда будет 42 столбика. И ряд 3 закончился вот прибавкой. 1 воздушная петля, разворачиваем вязание и вяжем 42 столбика до конца ряда. Столбики без накида. Довязываем так до конца ряда. И вяжем 5-й ряд. 3 воздушные петли для подъема. Разворачиваем вязание. Провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И далее вяжем такую комбинацию, как 6 столбиков и прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. После 6 столбиков прибавка. Снова вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и прибавка. Два раза мы так провязали. Провязываем еще 3 раза, так повторяем. 6 столбиков прибавка. Всего их будет 5. И дальше встретимся. И вот в конце у нас остается 3 столбика. И довязываем эти столбики. 1, 2, 3. И там, где у нас была воздушная петля, тоже можем довязать еще 1 столбик для того, чтобы выровнять край. Теперь соединяем 2 половинки. Вот так соединили соединительной петлей. 3 воздушных петли для подъема и вяжем столбиками без накида по кругу. И вот в конце 6-го ряда довязываем еще 1 столбик с накидом, соединительная петля с воздушными петлями. И это мы закончили 6-й ряд. Еще 3 воздушные петли и так вяжем по кругу. Вяжем вот 6-й мы провязали, вяжем еще 7-й, 8-й и 9-й ряды. После того, как соединили в круг, вот провязали, показываю, 6-й, 7-й, 8-й и 9-й ряды. И теперь вяжем 10-й ряд. Это у нас обвязка, 1 воздушная петля. И вот провязываем 1 столбик без накида, 2 столбик без накида. И из 3-го столбика вывязываем пику. 3 воздушных петли. И вот так провязали пику. Снова 2 столбика без накида. 1, 2. 3 столбик без накида. 3 воздушных петли. И вот так вывязываем
пику. Соединительная петля, снова 2 воздушные, 2 столбика без накида, 3 столбик, и из него вывязываем пику. 3 воздушных петли, и так довязываем до конца ряда. Получилось вот такое платьице по сантиметрам. Давайте так положу линейку и наверх платье. Вот 9 сантиметров. И теперь нам нужно сделать петельку с той ниточки, которую мы оставляли в начале вязания. Для этого берем вот так платье. Вводим крючок вот в платье и делаем цепочку из воздушных петель в зависимости от того, какая у вас пуговица. 4. Вот я делаю 4 воздушные петли, так как у меня маленькая пуговица, и ввожу крючок вот в зависимости от того, вот какая у меня петелька, в то место делаю соединительную петлю. Вот такая небольшая петелька получилась. И теперь этот хвостик прячем вовнутрь изделия и пришиваем пуговицу. Свяжем бантик. Набираем цепочку из 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Этот хвостик сразу можно ввязывать. 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Это последний столбик. Этот хвостик подтянули. Будем вязать поворотными рядами. 1 воздушная петля для подъема, развернули вязание и вяжем за заднюю стенку столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Снова воздушная петля, развернули вязание и вяжем за заднюю стенку столбика. И вот получается такой прямоугольник с таким вот узором. Всего я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов. Этот хвостик прячем и отрезаем вот эти все ниточки. И теперь вот берем нитку где-то сантиметров 60 я отрезала. Ищем, где центр. По центру проходим вот так нитка с иголкой. Теперь эту ниточку, которую я отрезала, вот у меня 2 кончика, вот они, стягиваем и завязываем на узелок.
расправляем, чтобы был красивый бантик. Вот. Завязываем на второй узелок. Теперь берем вот эти кончики и будем вот так обкручивать бантик. Вот так обкрутили бантик. Теперь с изнаночной стороны нам нужно сделать узелок. Для этого через вот эти ниточки протягиваем один хвостик. Через другие второй хвостик. Можно еще вот так назад вернуть через другие ниточки, те, что по центру. Вот. И теперь будет удобнее завязать узелок. И вот получился такой бантик. Теперь вот берем зайку. Этими ниточками можно или пришить, или привязать бантик. Тоже можно по центру, можно сбоку возле одного ушка, как уже вам будет больше нравиться. И вот наряд готов: платье и бантик. И свяжем вот такой комбинезончик. Можно, конечно, сделать и просто штанишки или шортики, если не вывязывать вот эту часть. Но мы свяжем вот такой комбинезончик. Вязать комбинезон я буду пряжей джинс Ярнард в 50 граммах 160 метров. И использовать буду крючок 2 миллиметра. Набираем цепочку из воздушных петель. Их будет 44. Вот получилась такая цепочка. Теперь нам нужно ее замкнуть в кольцо. Смотрим, чтобы петельки не перекрутились. Соединительной петлей соединяем. Вот так. Теперь 3 воздушных петли для подъема. И начинаем в каждую вот воздушную петлю. Этот хвостик можно сразу ввязывать, чтобы его спрятать. Вяжем по столбику с накидом. И так будем вот по кругу вязать столбики с накидом. И вот покажу, когда довязываете вот последний столбик по кругу, делаем соединительную петлю, чтобы замкнуть ряд, и переходим на следующий ряд. 3 воздушных петли для подъема и вяжем столбики с накидом. И так по кругу столбиками с накидом вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов. И теперь будем вывязывать одну штанину. Набираем 3 воздушные петли для подъема и провязываем столбики с накидом. Провязали вот 20 столбиков вместе
с воздушными петлями для подъема всего 20. И теперь соединительной петлей соединяем. Вот как выглядит начало вот первой штанины. 3 воздушные петли для подъема и провязываем снова столбики с накидом. И вот получилась такая штанина, которая состоит из 2 рядов. И теперь переходим ко второй штанине, пропускаем 1 столбик, 2 столбик, и вот к 3 столбику присоединяем нить, 3 воздушных петли для подъема. Эту ниточку сразу можно ввязывать. И тоже провязываем 20 столбиков вместе с 3 воздушными петлями для подъема. И останется тоже вот так 2 столбика недовязанных. Вот довязали 20 столбиков, 2 не довязали. Снова замыкаем в кольцо. 3 воздушных петли для подъема и провязываем второй ряд столбиками с накидом. И вот тоже довязали вторую штанину, замыкаем соединительным столбиком в кольцо, отрезаем нить. Нить можно отрезать подлиннее, чтобы этой ниточкой потом сшить вот эту вот дырочку. И получились вот такие шортики, штанишки. И теперь нам осталось вот сшить. Для того, чтобы не делать много хвостиков, вот этот хвостик, который мы оставили, довязывали. Вот здесь проходим через столбики. Вот так прячем эту ниточку и переходим туда, где нам нужно сшивать. Вот. И теперь будем вот так захватываем крайние вот ниточки с обеих сторон и сшиваем. Немножко так ниточки подтягиваем. Вот за крайние половинки столбика с обеих сторон. И вот здесь на штанинке у нас тоже маленькая дырочка. Теперь иголку выводим на изнанку, делаем узелок и прячем эту ниточку. И вот получились такие шортики, штанишки. Я еще в верхний ряд вставила вот такой шнурочек, связала из воздушных петель для того, чтобы вот штанишки лучше сидели на зайчике. Вот так можно на узелок его завязать. Вот. И чтобы сделать комбинезончик, то можно вот связать сюда вот верхнюю деталь с шлевочками, и будет комбинезончик. Вот по центру я отметила 7 столбиков. Вот, привязываем сюда ниточку.
и еще 2 воздушные петли для подъема. Это у нас 1 столбик. Этот хвостик сразу будем ввязывать. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот первый ряд 7 столбиков. 1 воздушная петля, разворачиваем вязание и здесь вяжем столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и воздушные петли провязываем 7 столбик. Воздушная петля 1, 2, 3, разворачиваем вязание и вяжем 7 столбиков с накидом. 3, 4, 5, 6 и 7. И вот я делала зайчика. Как вы видите, этой высоты будет достаточно. И теперь здесь вяжем цепочку из воздушных петель. И вот связали такие лямочки с одной стороны и со второй стороны, соединительными столбиками присоединились и спрятали ниточки. И вот получились такие сразу штанишки, шортики, а теперь уже комбинезончик. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!